Главные новости этого дня. Известная советская и российская актриса Татьяна Васильева стала бабушкой в 7-й раз. Накануне у Татьяны Григорьевны родилась внучка, назвали Машей. На данный момент у известной актрисы 2 сыновей, 3 дочки и 7 внуков. Накануне вечером в Турции, в городе Анталья, была срочно госпитализирована дочь известного актера Вениамина Смехова, эстрадная певица Алика Смехова. Точная причина госпитализации пока неизвестна. Предположительно, у 56-летней артистки наблюдается острая вирусная инфекция. Примечательно, что за медицинской помощью обратились несколько россиян, которые находились в одной гостинице с Аликой Смеховой. Сегодня утром ушел из жизни известный советский и российский артист театра и кино, киноактер, каскадер Артур Березин. Артуру Березину было 68 лет. Он скончался в результате последствий недавно перенесенного инсульта. За плечами Артура Березина более 30 ролей в различных кинофильмах, самые известные из которых «Анна Каренина», «Курьер на восток», «Не бойся, я с тобой» и многие другие. Видный общественный деятель и народный артист Российской Федерации Николай Цискоридзе встал на защиту российского населения и заявил, что на данный момент цены на билеты в российские театры являются ненормальными и запредельно завышенными. По словам Николая Цискоридзе, из-за колоссальных цен на театральные представления многие россияне не имеют возможности посещать спектакли и получать культурное воспитание. По последним данным, среднестатистический житель России бывает в театре только 1 раз в год. Резюмируя свое высказывание, Николай Цискоридзе отметил, что цены на театральные спектакли должны быть доступны каждому человеку, а не стоить как целая месячная зарплата. Команда Никиты Михалкова и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным применили к семье Евгения Плющенко беспрецедентные меры и решили устроить показательный суд над известной семьей. Несколько дней назад вся общественность России была шокирована чрезвычайным событием. Сын Евгения Плющенко, ученик элитной гимназии, из-за плохой оценки лишил жизни своего преподавателя истории, заслуженного работника России Анну Георгиевну Дмитриеву, а сегодня утром заслуженного педагога проводили в последний путь на Кунцевском кладбище столицы. Однако и в этой трагической ситуации семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской повела себя крайне странно и неадекватно. Евгений Плющенко вместе со своей супругой нарушили правила домашнего ареста и без разрешения Следственного комитета прибыли на Кунцевское кладбище столицы. Более того, во время прощания с Анной Георгиевной Дмитриевой они попытались договориться с родственниками умершей и предложить им крупную денежную сумму за то, чтобы они отозвали уголовное дело против их сына. Родственники Анны Дмитриевой немедленно связались с сотрудниками полиции, и известная семья была вновь арестована. Помимо этого, начальник Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин заявил, какие меры будут применены к семье Евгения Плющенко, а именно лишить Евгения Плющенко звания заслуженного мастера спорта, изъять у известного фигуриста ценные награды и золотые медали, которые он получил на различных соревнованиях. Помимо этого, в результате антикоррупционной проверки, которая началась у семьи Евгения Плющенко, удалось установить первые результаты. У семьи известного фигуриста было обнаружено 2 крупных бизнеса на территории Российской Федерации. Это сеть спортивных магазинов и сеть ресторанов. На данный момент Следственный и антикоррупционный комитет проверяет, насколько законно ведется данный бизнес. Сын погибшего преподавателя истории Анны Георгиевны Дмитриевой
тоже преподаватель одной из гимназий, Сергей Дмитриев заявил, что сделает все возможное, чтобы семья Евгения Плющенко получила самое строгое наказание. Ну и, наконец, что ожидает самого сына Евгения Плющенко Александра. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, сын Евгения Плющенко в самое ближайшее время покинет город Москву и переедет в Ханты-Мансийск, где будет проходить обучение в закрытом учебном заведении вплоть до совершеннолетия. Если во время обучения сын Евгения Плющенко совершит какие-либо противозаконные действия, то после окончания учебного заведения против него может быть открыто реальное уголовное дело. К этому часу стало известно несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечером на Алтае в результате удара молнии трагически погиб молодой артист театра и кино, внук легендарного певца Иосифа Кобзона Михаил Кобзон. Внук Иосифа Кобзона находился на отдыхе на местной турбазе Алтайского края. Трагедия произошла во время туристической экскурсии. По данным прессы, помимо молодого артиста, пострадало еще 2 человека. Пропал без вести известный российский актер Владимир Яглыч. 40-летний мужчина уже 1,5 месяца не выходит на связь. Его продолжают искать полиция, родные и друзья. По данным прессы, причиной для исчезновения известного актера могла стать семейная ссора, после которой Владимир Яглыч покинул свой родной дом. Помимо этого, все это время известный артист не появляется на работе, съемочной площадке. Большая драма и большой траур в рядах антикоррупционного комитета. Сегодня утром ушла из жизни работник пресс-службы организации, средняя дочь известного певца Александра Розенбаума, артистка театра и кино Санкт-Петербурга Лиана. Лиана Розенбаум была артисткой одного из театров города Санкт-Петербурга. Работала в организации Никиты Михалкова 4 месяца. Отважная женщина на протяжении 2 лет боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Дочь Александра Розенбаума была сильно привязана и очень дружила с легендарным артистом Александром Ширвиндом. Они вместе работали над проектом телевизионного канала и радиостанции, посвященной работе антикоррупционного комитета. Комитет Никиты Михалкова приносит глубокие соболезнования Александру Яковлевичу Розенбауму. Сегодня утром известный российский журналист Евгений Поддубный, который месяц назад получил серьезное ранение во время участия в спецоперации, впервые вышел на работу. Евгений Поддубный закончил лечение и поделился с прессой воспоминаниями о чрезвычайных событиях. Также он поблагодарил своих спасителей, участников спецоперации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.